Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Владимир Бобылев, главный редактор издания «Нефтекапитал». Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Правительство Украины официально приступило к подготовке проекта по освоению литиевого месторождения Добра в Кировоградской области. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте, а что это должно означать? Вот именно в этот момент им пора развивать литиевое месторождение, и куда они этот литий собираются деть? Я думаю, что, скорее всего, это не то чтобы прям вот необходимость разработки литиевых запасов Украины или данного конкретного, просто сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной подписана, и надо двигаться дальше, надо демонстрировать какое-то развитие, какое-то движение. Ну и прежде всего, наверное, начинать нужно именно с лития, потому что хвастаться подписанием какого-то инвестиционного соглашения по украинскому углю, наверное, глупо. С углем у штатов у самих все в порядке. По газу нет там особо запасов газа, и более того, то, что сейчас добывается все меньше и меньше, потому что находится под ударами ракетными, причем достаточно частыми. Что еще? Ну вот получается, что, наверное, редкоземельные металлы это самое интересное, потому что, опять же, лидером по производству, выпуску редкоземельных металлов у нас является Китай. Отношения Китая со Штатами, торговые, во всяком случае, находятся буквально вот на волоске, в состоянии близком к разрыву, а для обеспечения новых технологий, там, электротранспорта, там, мобильных телефонов, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельные металлы критически необходимы. И вот, наверное, было принято решение о том, что сейчас очень удачный момент, чтобы анонсировать какое-то достижение в области разработки, например, того же самого лития в рамках украинско-американской ресурсной сделки и как бы показать, что все не затихло и не сдохло, а сделка как-то движется и начинает во что-то воплощаться. Дескать, вот у нас какой союзник, который нам такие замечательные вещи предлагает. Ну, с практической точки зрения, наверное, это опять же будет та же самая примерная история, что с остальными литиевыми запасами Украины. Мы уже не раз обсуждали этот вопрос. В основном тот литий, который Украина могла бы предложить США, он находится либо в критической близости к линии боевого соприкосновения, либо уже находится на российской территории. То есть Шевченковское месторождение, Полуховское месторождение, они как бы, ну, в них трудно сейчас вкладывать, потому что, ну, одно Украине уже не принадлежит, а второе, ну, в общем, находится фактически в серой зоне, куда вообще пробраться вряд ли возможно. Не то, что что-то инвестировать. Плюс ко всему, эти запасы уже когда-то были, насколько я помню, проданы зарубежным компаниям. Одной из них, в частности, австралийской. Ну, с другой стороны, кого интересует, что когда-то кому-то было продано. Но главное не в этом, а в том, что, во всяком случае, по этим месторождениям уже проводились геологические исследования, и разработка так и не началась, потому что больно она технологически сложна, поскольку и геологическое строение месторождения достаточно такое хитрая, и на тот момент экономическая эффективность запасов была не слишком велика, поэтому геологоразведочные работы проводили, а добыча так не началась. В случае с Доброй, а именно вот о ней сейчас идет речь, как вот такой пилотный инвестиционный проект в рамках ресурсной сделки, собственно, там тоже производились геологические исследования тоже достаточно давно, данные в основном советские, но там тоже речь идет о сложном геологическом устройстве месторождения и о потенциальных сложностях экономически эффективной добычи. Хотя по чьим-то данным, скорее всего, не сильно проверенным,
Вроде бы как бы запасы месторождения составляют около 1 с лишним миллиона тонн литиевой руды, но вопрос как бы, как это все добывать и насколько это будет экономически целесообразно. Вроде бы как бы даже нашлась компания-инвестор, естественно, американская, которая готова будет этим проектом заняться. Но пока все идет, все находится в стадии обсуждений, подготовки документов, то есть до какого-то реального воплощения этого всего не в бумаге, а вот в реальной геологоразведке и какой-то добыче, ну, до этого, видимо, еще очень-очень далеко. В продолжение темы, вот по всей видимости, не просто так же появляются подобные новости, они к чему-то ведут. Как сейчас обстоят дела с энергетикой-то Украины? Как идет запас газа, запас угля? Ну, понятно то, что сейчас лето, сейчас тепло, хорошо, но зима-то все равно придет. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Зима придет, и зима это будет для Украины достаточно тяжелая, потому что Украина не может пока набрать необходимый запас газа для прохождения зимнего сезона. Ну, собственно, раньше Украина более-менее как-то обеспечивала в целом свое потребление своей добычи и плюс докупала где-то там порядка 4 миллиардов кубометров в России. Соответственно, Россия как рынок для Украины теперь закрыта, видимо, надолго, если не навсегда. Своя добыча резко упала, потому что инвестировать в это достаточно сложно. Плюс ко всему по инфраструктуре и добычной, и, собственно говоря, инфраструктуре хранения, то есть по ПХГ украинским, наносятся регулярные удары российских ВКС, что, в общем, тоже не добавляет дополнительных миллиардов добычи. Соответственно, приходится закупать. А закупать не на что, потому что нет средств, бюджет Украины страшно дефицитен. Более того, она уже начинает пропускать обязательные платежи по своим финансовым обязательствам. Ну, получается, что сейчас Украине нужно, опять же, где-то закупить порядка 4-5 миллиардов кубометров, но совершенно нет денег на то, чтобы их купить. Вот сейчас Украина пытается вести переговоры с Евросоюзом о получении этих средств, потому что переговоры с США о предоставлении помощи превратились в не благотворительность, а как бы попытки со стороны США вернуть обратно хотя бы какие-то средства, хотя бы в виде вот этой эфемерной разработки литиевых месторождений. Ну, поэтому сложности есть и очень большие. То есть, во-первых, не на что покупать, во-вторых, ну, вопрос, у кого покупать, потому что те же самые Венгрия, Словакия и Польша, которые продавали Украине газ, они тоже сейчас готовятся к зиме, и, соответственно, им тоже необходимо пополнять свои газовые запасы, а это требует определенного времени. Потому что газ – это, условно говоря, не бензин в баке автомобиля, за 5 минут залил и поехал. То есть, соответственно, его нужно купить, его нужно доставить, он должен пройти определенный путь по трубе и с определенной скоростью закачаться в подземные газовые хранилища. Соответственно, что касается подземных газовых хранилищ, то если раньше Украина могла хоть как-то использовать, например, тот газ, который хранили европейские трейдеры на ее территории, то теперь с этим большие проблемы, потому что ни один здравомыслящий человек не будет хранить свой газ на территории страны, которая подвергается регулярным ракетным ударам, и плюс ко всему удары наносятся именно по энергетической инфраструктуре. Ну, соответственно, есть на Украине проблемы и с топливом. Во-первых, цены на него совершенно космические, а во-вторых, оно практически все импортное. Буквально на прошлой неделе был нанесен очередной раз удар ракетный по Кременчугскому НПЗ. Фактически, ну, наверное, единственный НПЗ на Украине, который еще как-то оставался в живых и как-то работал, причем до начала конфликта это был крупный завод,
А золотые его годы пришлись на то время, когда Россия и Украина еще партнерствовали, и Кременчугский НПЗ принадлежал одной из российских нефтяных компаний. Тогда, собственно говоря, все отлично работало. Завод перерабатывал нефть, производил нефтепродукты, поставлял их на внутренний рынок, все было замечательно. Соответственно, с уходом российских компаний завод подзахерел, а с началом СВО, естественно, по нему был нанесен ряд ударов в 22 году, в 23-м. Вот сейчас удалось восстановить ряд каких-то установок, которые там производили какое-то топливо, скорее всего, для армии. И, собственно, сейчас после вот последнего удара в эти выходные, ну, скорее всего, наверное, завод уже вряд ли заработает. В принципе, все топливо на Украине импортное. Основным поставщиком топлива является Польша. Ну, а как говорят польские власти, для нас Украина – это не благотворительный проект. У нас, собственно говоря, основная цель, и мы этого не скрываем, попытаться на этом заработать. Поэтому, естественно, топливо достается Украине не бесплатно. Ну и плюс ко всему известно о целом ряде мошеннических схем, когда украинские власти оплачивали поставки топлива, а в результате деньги уходили непонятно куда, а топливо не поступало. Поэтому этой зимой Украине придется реально тяжело, потому что, скорее всего, Россия продолжит наносить удары по энергоинфраструктуре, тем более, что мораторий на удары по энергообъектам закончился, и, собственно говоря, сейчас Россию уже ничего не связывает от того, чтобы начать наносить удары по нефтегазовым объектам, по добыче газа и хранению, опять же, по инфраструктуре электрогенерирующей, ну и, в принципе, наверное, по нефтебазам. Таким образом, зимой Украине реально придется тяжко. В любом случае, мы вот сейчас наблюдаем о том, что помощь Украине, она как-то немного сворачивается. Вон там сообщение о том, что какая-то база для перевалки военной техники из США закрылась, рабочая группа закрылась. А в энергетическом плане им помогают как безвозмездно или все-таки страны предпочитают зарабатывать? Соседи Украины, я имею в виду, не одну Польшу. Собственно говоря, украинский проект уже стал крайне обременительным для тех стран, которые ей помогают, поэтому, ну, та же самая Польша, она, не скрывая, говорит о том, что они пытаются на этом заработать, поэтому, собственно говоря, все поставки осуществляются исключительно на возмездной основе и, естественно, по, в общем, неблаготворительным ценам, потому что тот же самый газ Польша поставляет на Украину по спотовым ценам на текущий момент на европейском рынке. А газовые цены, напомню, сейчас находятся на уровне где-то порядка 480 там, с лишним долларов за 1000 кубометров. И это дорого. Бензин, дизель Польша поставляет исключительно за деньги. Венгрия газ на Украину поставляет тоже не в рамках благотворительности, а продает. Поэтому это, в общем, такая разрушительная история для экономики европейских стран. И многие из них сказали, все, хватит, мы, если будем помогать Украине, то будем делать это только за деньги. Соответственно, какие-то безвозмездные финансовые взносы, ну как, относительно безвозмездные, Украине за это когда-то придется расплатиться, они осуществляются на уровне как бы вот этой евросоюзовской надстройки. Это да. Ну, собственно, опять же, это все не бесплатно, а в рамках каких-то кредитных историй, за которые потом так или иначе придется расплачиваться. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть и Капитал». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.